Без этого ваши орхидеи пышно не зацветут. Привет, друзья! Вы на канале Классика орхидейного жанра. Прежде чем мы приступим к освещению темы сегодняшнего видео, давайте определимся, что я считаю пышным цветением орхидеи. И тема ролика, и этот вопрос, как всегда, навеяны вашими комментариями, которые вы оставляете под видео на канале. В одном из недавних видео я обмолвилась, что орхидея в моем уходе ни разу пышно не цвела. Максимальное количество цветов, которые я видела на ее цветоносе, было 9. После чего я получила вот такой комментарий от Татьяны Терешкиной. Ха! Повеселили! Пышно не цвело! Максимальное количество цветков 9! Не 9, а 9! Для некоторых это мечта! Спасибо за ваш канал! Прочитав этот комментарий, я подумала, что все в мире познается в сравнении. И сегодня нам предоставится такая возможность сравнить. Сравнивать мы начнем чуть позже, а пока все же определимся в понятиях, какое цветение в рамках данного видео мы будем считать пышным. По-настоящему пышным можно считать цветение орхидеи на 25 и более цветов. Если фаленопсис крупноцветковый с размером цветка более 12 см, то и цветов для пышного цветения может быть меньше – 12 и более. Главной героиней моего случайного, но очень показательного эксперимента будет выступать самая обильно цветущая орхидея в моей коллекции. И это фаленопсис стюартиана пика чип, которая в зимнем цветении процвела на 2 цветоноса, один из которых процвел на 55 цветов, а второй на 11. Общее количество цветов в зимнем цветении на 2 цветоносах составило 66 цветов. В одном из начальных видео на канале эту орхидею я называла своей мистической орхидеей, и это действительно так. Именно общаясь, а по-другому и не скажешь, с этой орхидеей я поняла, что я могу слышать голоса орхидей. Я понимаю, о чем они меня просят, что они мне говорят и как со всем этим быть. Конечно, не все орхидеи разговорчивы, но именно эта нашла со мной общий язык. В самый сложный для себя момент она просила пить, вот так отчетливо. Пить, пить. Когда после покупки я не рассмотрела гниль на ее стволе, она просто выпала из горшка и показала мне гниль. В конце этого цветения, когда орхидея цвела на 66 цветов, она мне сказала, что такие цветения орхидеям даются очень тяжело. Но она хотела показать всем, что такие цветения даже в домашних квартирных условиях возможны. Но для этого орхидее нужно создать определенные и точно выверенные условия и обеспечить необходимый уход. Без создания условий и без дополнительного ухода ваши орхидеи тоже будут цвести, но не настолько пышно. И сегодня я покажу вам летнее цветение этой самой орхидеи без обеспечения должного ухода и создания определенных условий. А почему случилось именно так? А дело в том, что в конце цветения орхидея сказала мне, что хочет отдохнуть. И тогда мы пришли к определенной договоренности. Я не буду делать все то, что делала для получения зимнего цветения, а орхидея будет отдыхать и процветет летом так, как этого сама захочет, или не процветет вовсе. Итак, друзья, давайте посмотрим, что получала орхидея такого
благодаря чему она процвела пышно и обильно, и чего она в дальнейшем лишилась, и какое цветение я в итоге получила. На ваших экранах зима 2022 года и фаленопсис стюартиана пика-чип, который только готовится к предстоящему грандиозному цветению. Формирование этих величественных цветоносов происходило на французских окнах в пол юго-восточной ориентации. Благодаря общему увеличению площади окна фаленопсис получал в 2 раза больше света, нежели при обычном окне. Формирование цветоноса происходило в городе Владивосток Приморского края, а это 43 градус северной широты. Владивосток находится на одной широте с такими городами, как Сочи, Бильбао, японский город Саппоро и Алма-Аты. А это, в свою очередь, значит, что в осенне-зимний период длина светового дня во Владивостоке на 2 часа больше, чем в других северных городах России, например, в Санкт-Петербурге или Москве. Тем не менее, формирование этих цветоносов не обошлось без дополнительного освещения. Запомните или запишите, для формирования пышных цветоносов орхидеи нужен длинный световой день. Световой день длиной 7 или даже 9 часов в сутки для орхидей чрезвычайно короток. Для успешного и благополучного цветения фаленопсису нужен световой день 12-14 часов в сутки. И поэтому без дополнительного освещения нам никак не обойтись. Вчера я получила вот такой интересный комментарий от Гульнозы Маматовой. Наталья, спасибо за такие обучающие нас видео. Сегодня все-таки нашла я для субстрата кремневит. Я так рада. Выбирала подсветку для моих любимиц, но возникли вопросы. Есть для растений специальные лампы, но 1200 кельвинов. Но есть в продаже 18 Вт и 6500 кельвинов, но не для растений. Купить мне такое или нет? Я так и не решилась, но мне обязательно нужна лампа. Без нее зимой никак. Как в прошлый раз, бутоны засохнуть могут. Летом, по рекомендациям вашего канала, у меня орхидеи повторно зацвели и обрадовали меня. Я заметила, от сока алоэ у меня исчезли красненькие малюсенькие насекомые. Они всегда выползали, когда я мазала кисточкой ствол орхидеи, а сейчас их вообще нет. Так хочу видео сделать, как улучшились орхидеи после смены ухода, именно как вы рекомендуете. Так времени никак не могу найти. И про вас думаю. Как это Наташа находит время для нас, орхолюбителей, чтобы видео смонтировать? Уважаю и люблю. И если даже у постоянных зрителей канала возникают подобные вопросы, значит, есть необходимость повторить всю эту информацию. Как показала моя практика, необходимости в дорогих и специальных фитосветильниках нет. В светильниках важны 2 основных параметра. Это цветовая температура и мощность светильника. Оба эти параметра я очень подробно рассматриваю в отдельном видео «Подсветка или досветка для орхидей». Ссылку на это видео я, как всегда, оставлю в первом закрепленном комментарии под этим видео и в описании к нему. Очень рекомендую вам посмотреть это видео. Здесь же я скажу, что чем темнее ваша квартира, чем дальше орхидеи стоят от окна, или если ориентация ваших окон не сопряжена с южной, вам нужно увеличивать мощность светильников. Чем больше, тем лучше. Чем темнее, тем выше мощность светильника.
И в любом случае цветовая температура светильника остается неизменной – 6500 кельвинов. Это холодный дневной свет. И второе, без чего вам точно не обойтись, если вы хотите грандиозного пышного цветения – это вода. В условиях обычной городской квартиры, когда орхидеи живут в одном помещении вместе с вами, а не на специально оборудованных балконах, террасах или верандах, они существуют обычно с помощью КАМ-пути фотосинтеза, то есть запасая углекислый газ в ночное время. При таком образе жизни грандиозного и пышного цветения вашим орхидеям не видать. Для того, чтобы орхидея зацвела действительно пышно, ей нужно существовать с помощью двух путей фотосинтеза. С помощью С3 пути фотосинтеза и КАМ пути фотосинтеза. Запустить фотосинтез орхидеи в дневное время можно только с помощью водных процедур. Все, что угодно. Купание, душевание, опрыскивание как можно чаще, особенно с тыльной стороны листа орхидеи. Хочу обратить ваше внимание. Эта орхидея уже более 3 лет в моем домашнем уходе. Ни разу эта орхидея не подкармливалась, не удобрялась, не стимулировалась и не активировалась ни одним химическим или натуральным элементом. Эта орхидея за всю свою жизнь у меня дома получала исключительно воду. Под воздействием достаточного количества энергии света, получая достаточное количество воды и углекислого газа, орхидея способна на грандиознейшее цветение. Но что будет, если орхидею лишить всего этого? Или хотя бы устранить один необходимый фактор? По договоренности с орхидеей мы пошли на этот эксперимент. И после окончания цветения весной 2022 года я поставила этот фаленопсис Стертиану Пика Чип в совершенно другие условия и изменила ей уход. Орхидея переехала жить на обыкновенное окно северо-восточной ориентации и без досветки. Кроме того, исключительно в качестве эксперимента орхидеи были отменены все водные процедуры. Ни разу за это время орхидея не душевалась и не опрыскивалась. Иными словами, орхидея попала в среднестатистические условия, при которых любители орхидей содержат свои растения. Орхидея просто поливалась по тому алгоритму полива, который разработала я сама. Если у орхидеи что-то росло, полив увеличивался. Если орхидея не развивала ни корни, ни листья, ни цветоносы, полив был скудным и редким. Если вы не смотрели видео о том, как должен меняться полив в зависимости от фаз развития орхидеи, очень рекомендую вам это сделать. Несмотря на смену условий содержания и ухода, орхидея летом все равно зацвела. И сейчас я предлагаю вам запомнить вот это цветение, на которое вы любовались уже несколько минут, и сравнить его с летним цветением 2022 года, которое состоялось без создания благоприятных условий для цветения и без осуществления дополнительного ухода в виде каждодневных опрыскиваний, душеваний, купаний и прочих водных процедур. В это сложно поверить, но в этом летнем цветении у нас ровно 9 цветов. Предел мечтаний многих
пышное цветение на 9 цветов. Нет, дорогие мои, 9 цветов – это не пышно. Безусловно, я буду любоваться и этим цветением моей любимой стюартианы, но это не пышное цветение. Когда вам показывают 2, 3, 4, 5, 10 цветов и называют это пышным цветением, это не так. Надо называть вещи своими именами. И если цветение пышное, то тогда в этом цветении 25 и более цветов. А если это скромное цветение, тогда вот так. И если вы попытаетесь возразить мне, сказав, что летние цветения всегда менее пышные, нежели зимние, то я смогу предоставить несколько доказательств того, что при создании благоприятных условий для цветения и при обеспечении должного ухода орхидеи способны цвести пышно в любое время года, и зимой, и летом. И если вы хотите посмотреть на эти доказательства, не уходите с канала, здесь интересно. Развенчанием мифа о том, что для цветения фаленопсисам нужен перепад температур, я занималась еще прошлой осенью, и об этом есть отдельное видео. Если вы его не смотрели, и если вы хотите еще раз поговорить об этом, напишите в комментариях. А еще я попрошу написать в комментариях, что вы поняли из этого видео, без чего ваши орхидеи точно пышно не зацветут. Ну а теперь минутка красоты для тех, кто полюбил Владивосток через мои видео. Каково жить в месте, которое с 3 сторон омывается морем? И только тоненький перешеек земли соединяет полуостров с материковой частью. И пока вы любуетесь на эту неземную дальневосточную красоту, я напомню вам, что 17 минут вы провели на канале «Классика орхидейного жанра». И если вам понравилось это видео, если вы захотите вернуться на канал вновь, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх под видео, подпишитесь на канал. Если раньше вы этого не сделали, жмите на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о выходе новых видео. И оставайтесь со мной, ведь впереди у нас много интересного.